Привет, друзья! Вы на канале Кинорезка, и добро пожаловать на разбор двух первых серий сериала WandaVision, которого мы все так долго ждали. Ведь год 2020 новинками кино нас не порадовал. Студии то и делали, что переносили даты выхода своих картин. В итоге много релизов было отменено, а студия Marvel и вовсе не выпустила ни одного фильма за целый год. Marvel, фильмы которые выходили каждые 4 месяца. Зрителям оставалось довольствоваться лишь слухами и теориями и молиться, чтобы новые даты релизов остались неизменными. И вот, фанатские мольбы были услышаны богами Диснея, и благодаря стриминговым сервисам, которые в последнее время набрали огромную популярность, мы увидели начало новой эры Marvel. Ведь сериал WandaVision официально открывает 4-ю фазу киновселенной. Также в ближайшем будущем запланирован выход таких сериалов, как «Сокол и Зимний солдат», «Локи», а также фильмы «Доктор Стрэндж» и «Черная вдова». Но о них мы расскажем в следующем видео, а сейчас давайте же вернемся к нашей парочке. Вначале стоит сказать пару слов о самом сериале. Но для тех, кто не в курсе и не следит за киновселенной Marvel, объясняем. WandaVision — это первый сериал в киновселенной, снят в стиле ситкома 50-х с применением старинных камерных линз для придания винтажного эффекта. Но правда не весь, а только первые 2 серии. В следующих сериях сюжет все более будет походить на уже привычный нам марвеловский стиль, как и длительность серий. Первые 2 короткие. Но не стоит переживать, с каждой серией таймлайн будет увеличиваться, и, по заверениям актеров, последние серии сезона будут значительно длиннее. Также для большей реалистичности съемки проходили при живой публике, и закадровый смех — это вовсе не запись, а настоящие зрители. Главные герои уже знакомые нам по многим фильмам Marvel: ведьма-мутант Ванда Максимов и робот-андроид Vision, входящие в состав Мстителей. На первых кадрах мы видим, как Ванда и Vision в качестве молодоженов приезжают в маленький городок под названием Вествью. Они поселяются в новом доме и живут на первый взгляд счастливой жизнью. Рядом веселые соседи, никаких забот, и все кажется прекрасно. Но в голове возникают сразу 2 вопроса. Почему все вокруг черно-белое и что здесь, черт возьми, делает Vision? Поначалу может показаться, что все это как будто бы сон, и вроде все логично. Все идеально, любовь-морковь, улыбки, милые словечки. Но спустя некоторое время в этом идеальном сне начинают мелькать события, которые ставят эту теорию под вопрос. Во-первых, нужно уточнить, что это сон Ванды, а не Вижена. Ведь, как мы с вами все помним, во время событий Войны Бесконечности Vision был убит Таносом, который вырвал из его головы камень разума. Да, существует фанатская теория о том, что после Войны Бесконечности Вижена вернула к жизни Шури, которая сделала копию то ли камня, то ли души Вижена. Но она маловероятна, ведь следуя ей, Vision бы точно должен был появиться в финальной части. Во-вторых, если это сон Ванды, то что в нем делает вертолет и человек с эмблемой организации, о которой Ванда не знает? Как и Монику Рамбо, с которой она никогда не встречалась ранее. Вряд ли она могла ей присниться. Также ряд странных событий, которые вряд ли можно отнести ко сну. Например, такие как странный голос в радио, пытающийся докричаться до Ванды и спрашивающий, или момент с тем, как начальник Вижена подавился, а его жена очень странно на это реагировала. Итак, давайте со всем этим разбираться. И начнем мы, пожалуй, с вертолета. Перед тем, как Ванда вышла из дома, на заднем фоне четко слышно звук летящего вертолета. Затем звук, будто он через что-то прошел, и тишина. Внимательно посмотрев на вертолет, можно заметить эмблему организации Меч. Эта организация занимается наблюдением за разумным оружием и защитой от вторжений. В одном из кадров можно заметить, как меняется лицо Ванды. Ситкомом 50-х уже не пахнет. Скорее всего, она совсем не ожидала его здесь увидеть. Или не хотела его видеть. И да, вертолет выглядит как инородный предмет, который не должен здесь находиться. Очень похожая сцена происходит, когда Ванда и Vision видят вылезающего из канализации человека, похожего на пасечника, с такой же эмблемой на спине. Можно предположить, что вертолет и пасечник из одной организации. И опять мы видим, как меняется лицо Ванды, ведь он также здесь не должен находиться. Что-то идет не по плану, и ей это не нравится. Затем мы слышим, как она говорит «нет», и сюжет отматывается вспять. И реальность уже другая. Также обратим внимание на момент с радио.
Когда Ванда услышала голос в радио, Дотти как будто бы на короткое время пришла в себя и с удивлением спросила: «Кто же ты?». А когда Ванда очнулась, блондинка снова стала как прежде и мгновенно забыла о радио и о том, что произошло. Скорее всего, это никакой не сон, а реальность, правда измененная Вандой. Ведь, как мы с вами помним, в ее арсенале, помимо огромной силы, способности летать и странно махать руками, также присутствует возможность менять реальность и влиять на сознание других людей, коими она успешно пользуется. Ведь, как мы видели в трейлере к сериалу, город существует, но находится под каким-то энергетическим куполом. Скорее всего, его создала Ванда, чтобы уберечь созданную идеальную альтернативную реальность от внезапных гостей и влияет таким образом на жителей городка, держа их, можно сказать, в заложниках. И лишь когда Ванда теряет концентрацию, люди приходят в себя и говорят то, что они думают. А вот вертолет и пчеловод как раз таки те самые внезапные гости, вмешавшиеся в ее сценарий. Вероятнее всего, вертолет не что иное, как дрон, которого запустили, чтобы разузнать, что же происходит в городе. Но пройдя через купол и войдя в реальность Ванды, он изменился на игрушку. Как и, собственно, пчеловод, которого послали с той же целью. Изначально он был одет скорее в какой-то костюм, но реальность Ванды его изменила. Скорее всего, организация Меч здесь из-за Ванды и пытается разузнать, что же все-таки происходит. И голос из радио, вероятнее всего, тоже послали они. Ведь в конце первой серии можно было заметить, как за этим фильмом наблюдает с нашей реальности. И возвращаясь к сцене ужина с начальником, стоит обратить внимание на то, что Ванда не может ответить на вопросы, которые задают гости. Не то, откуда они приехали, как давно они женаты, почему у них нету детей. Также Агнес спрашивала, почему она не носит кольцо. Она не могла на них ответить, потому что она этого не придумала. Ведь ее альтернативная реальность началась с того момента, как они приехали в город. А стало быть, и свадьбы не было, и колец тоже. И чтобы избавить себя от ненужных вопросов, она сделала так, чтобы начальник Вижена подавился. А вот реакция жены была очень странной, ведь изначально кажется, что она говорит «перестань своему мужу». Мол, перестань дурачиться. Но спустя время мы понимаем, что это она говорит Ванде. Но как-то по-другому, как будто кто-то извне говорит ее голосом. Также особое внимание хочется обратить на рекламы-отсылки, которые присутствуют в фильме. Для людей, не знающих историю Ванды, они покажутся обычно рекламой. Но для посвященных это лакомый кусочек, который приносит особое удовольствие. Итак, в первой рекламе нам показывают тостер. И если обратить внимание на эмблему, то мы увидим надпись Stark Industries. Девушка всовывает два тоста, и прежде чем они приготовились, тостер вел звуковой отсчет. Это прямая отсылка к прошлому Ванды, когда она и ее брат Петра чуть не погибли от взрывов ракет, которые создал Тони Старк. Два тоста символизируют брата и сестру, а звуковой сигнал – ракету, которая попала в их дом, но так и не взорвалась. Надпись в конце рекламы гласит: «Избавьтесь от прошлого, это ваше будущее». Что, собственно говоря, Ванда и делает, старается забыть прошлое, создав новое будущее. В рекламе с часами мы видим логотип Гидры и надпись «Штрукер». Барон Вольфганг фон Штрукер появился в эре Альтрона, как и Ванда, и работал на Гидру. Именно он проводил эксперименты над Вандой и Петро с помощью Камня Разума. Интересно, что актеры, которые играют в рекламе, всегда одни и те же, и это родители Ванды. Таким образом, можно сделать вывод, что реклама – это своего рода воспоминания Ванды, которые она проецирует в альтернативной реальности. Также в сериале есть ряд персонажей, которые заслуживают внимания. Во-первых, назойливая и веселая соседка Агнес, которая вроде бы положительно настроена к новым соседям. Но мне кажется, от нее стоит ожидать неприятностей. Ведь по комиксам Агнес никто иной, как Агата Харкнесс, ведьма, которая сильно насолила Ванде и Вижену. Также она была тесно связана со злодеем по имени Мефисто, и не исключено его появление в последующих сериях. Ведь в сериале Агнес уже несколько раз упомянула о своем муже Ральфе, но пока его так и не показали. Вполне вероятно, что это и есть тот самый Мефисто, который по комиксам очень сильно влиял на сознание Ванды.
В этой серии мы впервые видим Монику Рамбо, которую мы знаем по фильму «Капитан Марвел». Правда, там она была еще ребенком. Скорее всего, она также работает на организацию Меч и ведет наблюдение за разумным оружием, то есть Вандой. Но в настоящий момент она скорее находится под ее влиянием и не понимает, что с ней происходит. Ведь в одном из эпизодов, когда они шепчутся, она говорит фразу, мол, «я не понимаю, что я здесь делаю». Эта фраза двусмысленная, и сперва можно подумать, что она имеет в виду это мероприятие. Но на самом деле она говорит в общем, о городе, не понимая, как она здесь оказалась. Скорее всего, она отправилась туда по заданию Меча и попала под влияние Ванды. А так это или нет, нам предстоит узнать в следующих сериях, разбор на которые выйдет уже совсем скоро. И чтобы не пропустить их выход, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, и мы вместе будем распутывать этот большой ком загадок от Marvel. А у меня на этом все, спасибо большое за просмотр и до новых встреч!